Всем привет! Меня зовут Антон Старский. В этом видео речь пойдет про основание Inhe J1. Это однослойка, то есть основание, состоящее из цельного куска дерева плюс колодки на ручке. Его толщина 10 мм. Для тех людей, которые считают, что такая толщина это ненормально, скажу, что с гладкой накладкой оно заиграло приятнее и лучше, чем все другие основания, которые я пробовал. То есть такая толстая однослойная конструкция однозначно пошла во благо игровым свойствам. Весит основание заметно больше среднего, 100 грамм. На мой вкус в руке лежит и ощущается удобнее любого основания с толщиной в районе 6 мм. Я это говорю как человек, привыкший играть 6-миллиметровыми основаниями. J1 взял в руку и сразу ощутил больше комфорта. После 2 недель игры им ощущения те же. После месяца игры те же. Иногда беру в руку свое привычное основание для сравнения. Однозначно, J1 приятнее и удобнее за счет именно толщины 10 мм. Мне кажется, благодаря ей ракетка в руке лучше контролируется. Ниже я буду сравнивать J1 со своим привычным off- основанием, которое я отношу к категории наиболее качественных и хорошо играющих. Оно не жесткое, состоит только из деревянных слоев и имеет небольшую гибкость. Итак, на J1 написано Type Allround минус, то есть скорость медленная, почти как у защитных оснований. Когда я заменил свой off- на J1, то на первом же турнире два соперника сразу на разминке сказали, что мяч от меня летит быстрее. То есть у J1 скорость атакующая, а не allround минус. Причем бодро атакующая. И на этом сюрпризы не заканчиваются. Скорость у основания бывает медленнее, чем ожидаешь, как для атакующего основания. Оно ведет себя не так, как многослойные основания, к которым мы все привыкли. Когда атакуешь, то основание быстрое. А если подставляешь пассивно под небыстрый мяч или качаешь на столе, то основание играет медленнее, чем ожидаешь. И поначалу это кажется необычным и даже странным. Лет 5 назад я уже пробовал J1 с совсем другими накладками, и впечатление было то же самое. Иными словами, при легких толчках мяч отлетает короче. По-видимому, таковы физические свойства цельного куска дерева. А древесина, кстати, обычная, которая используется во многих основаниях. Далее. Основание мягкое. И оно будто пружинит. Как будто древесина под мячом продавливается вовнутрь, подобно накладке, а потом разжимается обратно и придает мячу дополнительную энергию. Поверьте, это не галлюцинации. Такое вот необычное, интересное поведение древесины. Порой даже кажется, что при мощной атаке у основания появляется гибкость. Мягкость основания дала и другие необычные эффекты. У меня очень жесткая накладка. Inhe Big Dipper Spin. На J1 она стала ощущаться значительно мягче. Когда-то давно я пробовал на J1 гладкую накладку с толщиной губки 1,5 мм. Она ощущалась и играла так же, как такая же накладка с толщиной губки 1,8 мм на другом пятислойном основании. Как будто J1 делает губку накладки немного толще. Вот такой необычный эффект. Я встречал такое только на этом одном основании. Плюс ко всему этому, J1 имеет значительно больше задержку мяча. И, наверное, как следствие этого, заметно сильнее крутит. Можно было бы предположить, что это основание для плоской игры, и что оно крутит меньше. А на самом деле она крутит сильнее и лучше играет в плоской игре. Вот такие неожиданные, приятные сюрпризы есть у однослойки J1. Топсы у нее великолепные.
После деревянной оф-минус пятислойки самого высокого качества я даже немножко ошарашен. Топспин быстрее, крутится сильнее. Таким образом, еще раз повторю, топсы у G1 великолепные. Плоская игра тоже лучше. Плоский удар исполнять комфортнее. Блок то же самое. Но в данном случае я не уверен, что правильно говорить, что управлять легче. Дело в том, что реакция на приходящее вращение заметно сильнее. Это, с одной стороны, дает возможность лучше обработать мяч, но при этом одновременно усложняет обработку приходящих вращений. Топсы ведь бывают очень разные, поэтому по поводу блока я бы сказал, что блочить приятнее, и диапазон возможностей у блока больше, в плане отдаваемого вращения и длины траектории. В каче, как и в блоке, больше возможностей. На приеме подач тоже плюс. Можно начать более коротким топсом, то есть в стол попасть легче. Можно сильнее закрутить топс, можно больше вращения придать тычком. Но все-таки нужно отметить, что на приходящее вращение, опять же, ракетка реагирует сильнее. И это может усложнять прием подач. Ну и последнее, подача. Я заметил, что соперники стали чаще валить в сетку. Нижнее вращение стало сильнее. Но есть и минус, лично для меня. Подача летит длиннее. Накладка сильнее цепляет и сильнее толкает мяч вперед. Хотя, конечно, это не минус, а просто особенность, к которой можно привыкнуть и более не замечать. А теперь подведу итог. Как вы уже поняли, основание играет шедеврально. Древесина обычная, но, видимо, цельный и правильно обработанный кусок дерева вот так влияет на игровые свойства. А цена у основания меньше $35. Возможно, у вас вопрос. Если основание так великолепно играет, то почему все им не играют? Я думаю, потому, что никто не знает о его игровых свойствах. И еще есть минус, который для многих игроков станет решающим. Это очень большой вес основания. Средний вес атакующих оснований в районе 85 грамм. Ну, иногда 90. А G1 весит 100 грамм. Если вы привыкли к весу своей ракетки и вам ее утяжелят на 15 грамм, то скорее всего вы играть не сможете. Дополнительные 15 грамм это очень много для ракетки. Для того, чтобы я смог комфортно играть этим основанием, мне пришлось снять свои средние шипы с губкой 1,2 мм и наклеить длинные шипы без губки, чтобы компенсировать прибавку в весе. Если же у вас легкие накладки или вы любите потяжелее, то вам G1 может подойти. Я играл гладкой накладкой Big Dipper Spin от китайской фирмы Infi, и основание очаровало меня своей игрой. Если говорить в целом, то думаю, на этом основании хорошо будут играть и атакующие шипы, и длинные шипы Ox. Насчет длинных шипов на губке не стану утверждать, поскольку не пробовал. Купить это основание вы можете по ссылке под этим видео.